Серийные мотоциклы с турбонагнетателем даже сейчас большая редкость. На ум приходит разве что Kawasaki H2 в различных модификациях. Однако мало кто знает, что в начале 80-х была гонка ведущей японской четверки мотопроизводителей за лучший серийный турбированный мотоцикл. Видео об этом противостоянии уже выходило на канале, ссылку я оставлю в описании. Сегодня же я хочу поподробнее остановиться на Yamaha XJ650 Turbo, который был представлен в 1982 году. Это был второй серийно выпускаемый турбомотоцикл после Honda CX-500 Turbo, который появился в 1981. XJ650 Turbo даже засветился в одном из фильмов о Джеймсе Бонде «Никогда не говори никогда». После своего появления Yamaha XJ650 Turbo сразу же обошел своего конкурента CX-500 Turbo, потому что за основу была взята модель Yamaha XJ650R, которая на американском рынке продавалась с приставкой названия Seca. Ее преимущество перед двухцилиндровой V-образной Хондой — это, конечно же, рядный четырехцилиндровый двигатель объемом 653 кубических сантиметра. Несмотря на воздушно-масляное охлаждение, в отличие от жидкостного у CX-500 Turbo, этот двигатель куда лучше подходил для установки турбонагнетателя. Двигатель был не просто взят с обычной версии, он был усилен установкой кованых поршней вместо литых, которые были более устойчивы к трещинам, а их юбки были толще на 30% для улучшения охлаждения и той же прочности. Степень сжатия была снижена со стандартных 9,2 к 1 до 8,2 к 1. Также была модифицирована масляная система. Инженеры сохранили то же давление, но увеличили пропускную способность. Силовая установка вырабатывала 90 лошадиных сил максимальной мощности при 9000 оборотов в минуту и 81 ньютон-метр крутящего момента при 7500. Новая необычная модель была доступна на рынке Северной Америки, где продавалась под именем Yamaha XJ650 Seca Turbo, и Европы. Однако модель считалась очень дорогой в сравнении с обычными мотоциклами того же класса и демонстрировала низкий уровень продаж. Хотя в отличие от той же Honda, Yamaha XJ650 Turbo отличалась более дешевым оснащением, что отражалось и на ценнике. В частности, использованием заднего барабанного тормоза, когда CX-500 Turbo и последующие конкуренты имели уже дисковые тормоза спереди и сзади. А также Yamaha имела стандартные двойные амортизаторы сзади, в отличие от прогрессивного маятника ProLink той же Honda. Еще одним удешевлением было использование 4 карбюраторов вместо электронного впрыска, как у Honda CX-500 Turbo. Причем в обычной Yamaha XJ650 использовались 32-мм карбюраторы Hitachi, а на турбо-версии устанавливались специальные 30-мм карбюраторы Mikuni, которые были модифицированы под продувку.
Официально заявленный расход топлива на Yamaha XJ650 Turbo составлял 5,5 литров на 100 км пути. Точное значение, конечно же, зависело от стиля езды и состояния конкретного мотоцикла. На низких скоростях и в городе турбонаддув Yamaha XJ650 чувствовал себя неплохо. Перенастроенный двигатель не уступал стандартному двигателю модели, и он заметно был мощнее, чем двигатель Honda CX500 Turbo. Но это не удивительно, ведь он на 150 кубиков был больше и имел 4 цилиндра. В среднем диапазоне оборотов XJ650 реагировал плавно на открытие газа, но стоило только резко ускориться после 6000, как турбонагнетатель включался в работу на полную мощность. И тут уже мотоцикл сильно отличался от всех безнаддувных конкурентов. Жизнь у XJ650 Turbo была недолгой, как и у всех конкурентов. 1983 год стал последним годом производства модели, после чего она окончательно покинула рынок и дальнейшего развития не получила.